Привет, друзья! Когда министр иностранных дел устраивает гуманитарные жесты с афганцами, а будущий канцлер собирается действовать жестко, Германия оказывается между состраданием и жестким порядком. И именно это мы сейчас наблюдаем в спорах между Бербок и Мерцем. Временно исполняющее обязанности федеральное правительство Германии организовало очередное прибытие в страну еще почти 140 беженцев из Афганистана. Это часть тех людей из тысяч, которым ранее была обещана возможность переселения. Вице-председатель фракции ХДС-ХСС Йенс Шпан раскритиковал эту инициативу, назвал ее не иначе, как программа поддержки партии «Альтернатива для Германии». По его мнению, такие действия могут еще сильнее подогреть поддержку правой партии Алис Вайдель «Альтернатива для Германии» среди населения. В свою очередь, представитель партии «Зеленых» Константин фон Кноц напомнил, что Германия имеет взятое на себя обязательства и подчеркнул важность сохранения гуманного подхода в таких вопросах. Он указал на то, что страна не может просто игнорировать обещания, данные тем, кто оказал помощь немецким организациям и нуждается в защите. Самолет со 138 афганцами, получивших официальные гарантии на прием в Германию, приземлился вчера вечером в аэропорту Лейпциг-Хале. Это была организована и заранее запланированная операция. Согласно данным Министерства внутренних дел, среди прибывших, внимание, 45 детей и подростков. Из общего числа пассажиров 76 – это женщины, 62 – это мужчины. То есть речь идет о семьях, включая одиноких матерей с детьми, а также отдельных мужчин, которые находятся в уязвимом положении. По информации Министерства иностранных дел, все эти люди были участниками различных гуманитарных программ, по которым они получали юридически обязывающие согласие на переселение в Германию. Этот рейс был специально зафрахтован правительством Германии Анналеной Бербок и вылетел из Исламабада, столицы Пакистана. Министр внутренних дел Нэнси Фейзер заявила, что в каждом из этих случаев имеются конкретные, ранее выданные официальные обещания Германии принять этих людей. Новые обязательства при этом не выдаются. Правительство Германии подчеркивает, что при любых переселениях высшим приоритетом все-таки остается безопасность как самих переселенцев, так и принимающей стороны. Именно поэтому каждая личность тщательно проверяется до возможного въезда в страну. Для справки я хочу сообщить, что до этого рейса в текущем году уже было организовано Анналеной Бербок несколько аналогичных полетов, о которых власти старались умалчивать. В результате в Германию уже прибыл 461 человек. Так, последние недавние 3 рейса 25 февраля и 5 марта самолет приземлился в Берлине, а 27 марта в Ганновере. Это часть продолжающейся программы по эвакуации и приему особенно уязвимых афганцев, оказавшихся в опасности после прихода к власти Талибана. И сейчас Германия должна их влить в общество и предоставить проживание и обучение для детей. На сегодняшний день, как заявило Министерство иностранных дел, еще около 2600 человек из Афганистана, чья жизнь и свобода находятся под угрозой, продолжают ожидать в Пакистане своей очереди на переезд в Германию. В первую очередь это бывшие сотрудники немецких структур и их семьи, а также афганцы, которым угрожают преследования со стороны исламского режима. Среди них правозащитники, адвокаты, журналисты и другие представители гражданского общества, ранее активно выступавшие за свободу слова и права человека. При этом Министерство внутренних дел подчеркивает, что даже при наличии уже выданных согласований в ходе проверок могут всплыть сведения, которые представляют угрозу безопасности Германии, и тогда въезд таким людям будет запрещен. Такие решения могут быть приняты вплоть до самого момента вылета, если даже человек уже находится в аэропорту. Безопасность Германии, как подчеркивается в ведомстве, остается приоритетом номер 1. Но это не означает, что абсолютно всех удастся тщательно проверить, и не означает, что в дальнейшем не всплывут новые обстоятельства уже после пребывания в Германии. На что следует обратить еще внимание. Политики из Союза ХДС-ХСС с возмущением отреагировали на новые запланированные на апрель 2025 года эвакуационные рейсы из Афганистана. Они напомнили о положениях коалиционного договора между ХДС-ХСС и СДПГ, где прямо сказано, цитата: «Мы, насколько это возможно, прекратим добровольные федеральные программы приема, например, с Афганистана, и не будем запускать новые». Об этом в очередной раз напомнил представитель ХДС по внутренним делам Александр Тром. Он критически заметил в интервью телеканалу, что действующий министр иностранных дел в переходном правительстве Анналены Бербок намеренно пытается создать свершившийся факт до вступления в должность нового федерального правительства.
Тем временем бывший председатель Бундестага Бербель Бас выразила осторожную позицию и заявила, что не исключает дальнейшего приема афганцев в Германии. Она подчеркнула, что многое зависит от юридических аспектов и возможных соглашений с международными партнерами. Цитата. «Я бы была осторожна с утверждениями, что вообще ничего больше не будет происходить», — сказала Бас. Она также выразила поддержку идеи помощи тем, кто подставил голову ради Германии, имея в виду бывших местных сотрудников, которые сотрудничали с немецкими властями и ведомствами. Политик от партии «Зеленый» Константин фон Ноц особо отметил, цитата, «Речь идет о людях, которые были подвергнуты тщательной проверке безопасности сразу несколькими немецкими ведомствами. У них есть юридические обязательства подтверждения приема в Германию», — сказал он. По его словам, остановка федеральной программы приема афганцев означала бы сознательное нарушение данных Германии обязательств и отказ от гуманности. Он заявил, цитата, «Такому трампизму не должно быть места в Германии», подчеркнул фон Ноц. В свою очередь, сеть по опеке над местными сотрудниками, которые участвуют в программе переселения в Афганистане, выступила в защиту афганских беженцев, находящихся в Пакистане. Эта организация, напомню, оказывает поддержку афганским мужчинам и женщинам, которые до 2021 года работали на Бундесвер, МИД Германии или на Министерство экономического сотрудничества и развития. Поскольку эти люди работали на Германию и в Афганистане находятся под особой угрозой, их эвакуация признана приоритетной. По заявлениям Анналены Бербак, около 5000 местных сотрудников вместе со своими семьями уже покинули Афганистан и прибыли в Германию. Около 500 человек по-прежнему находятся в Исламабаде в Пакистане, еще примерно 100 остаются в Афганистане. В начале апреля власти Пакистана начали новую волну депортации и планируют в перспективе выдворить 3 миллиона афганцев. Как сообщил недавно пакистанский государственный министр внутренних дел, начиная с мая депортации затронут и тех афганцев, которые ожидают въезда в западные страны, в том числе и в Германию. На вопрос журналистов о том, угрожает ли депортация тем афганцам, которые уже получили обязательное подтверждение приема от Германии, министр иностранных дел Анналена Бербак ответила так, цитата. «Мы находимся в тесном контакте с пакистанскими властями и активно выступаем в защиту тех людей, которые получили от Германии официальное обещание приема. Мы, конечно же, их обязательно привезем и дадим им защиту и все необходимое здесь, в Германии». Уже 6 мая Фридрих Мерц собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост федерального канцлера Германии. Этот день может стать поворотным моментом для страны, ведь, насмотревшись на Дональда Трампа, Фридрих Мерц сразу после утверждения его кандидатуры в Бундестаге планирует стремительно начать реализацию программ, предусмотренных в коалиционном соглашении. И ради достижения именно этих целей глава Христианско-демократического союза готов пойти на необычный шаг. Будущий канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что его приоритетом станет быстрое внедрение решительных мер, направленных на кардинальное изменение общественного настроения. Он открыто в интервью заявил, что уже подготовлена конкретная программа действий на первой неделе работы нового правительства. Среди первоочередных пунктов значится усиление пограничной проверки с возможностью немедленных возвратов, снижение бюрократической нагрузки, а также введение так называемой активной пенсии, что должно стать знаковым шагом социальной политики Германии. Говоря о намеченном развороте в политике предоставления убежища, Мерц отметил, цитата, «Новый федеральный министр внутренних дел приступит к этому незамедлительно». Он также сообщил, что парламентские летние каникулы будут все-таки сокращены, все для того, чтобы не терять драгоценного времени на реализацию ключевых инициатив. Нам необходимо в первые 100 дней, а может даже и в первые 30 дней, сделать невозможное. Трамп это делает в США, а мы должны сделать это в Германии. Мы хотим продлить рабочее время Бундестага этим летом, заявил Мерц. Это означает, что в отличие от предыдущих лет Бундестаг будет заседать и в июле. По его словам, только так можно обеспечить принятие программы, которую планируют утвердить в первой половине текущего года. Очень важно, чтобы до лета мы сумели изменить обстановку в стране к лучшему. Люди должны почувствовать, что появление нового правительства действительно меняет ситуацию, подчеркнул лидер ХДС. Он также признал, что потребуется большая работа по убеждению населения, доверие еще предстоит заслужить. Согласно утвержденному плану, Фридрих Мерц будет избран канцлером 6 мая при условии, что коалиционное соглашение будет одобрено всеми тремя партиями ХДС, ХСС и СДПГ. Уже известно, что ХСС дала зеленый свет,
В ХДС еще предстоит малый съезд, а в СДПГ со вторника проходит опрос среди членов партии. По словам самого Фридриха Мерца, в рядах ХДС царила некая неуверенность и сомнения во время переговоров, но теперь, когда текст соглашения доступен и его содержание стало ясным, настроение все-таки изменилось. Цитата. «Скепсис в значительной степени ушел, я ощущаю искреннюю поддержку, будь то у пекаря, на улице или в любом другом месте, где я общаюсь с людьми», поделился он своими наблюдениями. Что же касается плана по снижению налоговой нагрузки для граждан с малым и средним доходом, Фридрих Мерц дал понять, что это возможно лишь при соблюдении определенных условий. Цитата. «Если дела у наших предприятий пойдут в гору, мы получим больше пространства для снижения подоходного налога», сказал он. Но при этом добавил, что без экономического роста это все-таки невозможно. Если экономика продолжит сжиматься, возможности для снижения налогов тоже будут сокращаться. Его правительство сделает все возможное, чтобы такие условия создать и через стимулирование роста, и через экономическое управление государственным бюджетом. На фоне напряженности в новой коалиции Фридрих Мерц решительно опроверг те слухи о том, что его заявления по поводу налогов и минимальной заработной платы могли спровоцировать партнеров по коалиции из СДПГ. Цитата. «Я всего лишь процитировал текст коалиционного соглашения. Наши инициативы зависят от наличия финансирования», пояснил лидер Христианско-демократического союза. Мерц отдельно подчеркнул, что повышение минимальной заработной платы не будет происходить на законодательном уровне, ведь это вопрос, который занимается комиссия по минимальной оплате труда. А теперь давайте обсудим, куда политики все же ведут Германию с афганцами, в сторону гуманности или в сторону жесткой силы для депортации. И чье направление вам ближе, Анны-Лены Бербак или Фридриха Мерца? Спасибо за просмотр.